Какие неожиданные персонажи встречаются на барахолке. Главное, сколько в них мощи и силы. Да и размер впечатляет. Приветствуем всех! Вы на канале Фарфор Европы, а мы на барахолке в поисках интересных вещей. Присаживайтесь поудобнее, давайте искать вместе. Погода прекрасная. Мы думаем, что нам повезет, и мы найдем какой-то очень интересный фарфор. Один из продавцов пошутил, что этот бык стоит, как полквартиры. Как думаете, где можно поставить таких громадин? Где найти такой дворец? Для любителей геральдики тоже все подготовлено. Ну а мы идем в поисках фарфора. Какая интересная техника в керамике. Что-то, наверное, современное. Очень похоже на кожу морского ската. Стол, на котором много всякой всячины. Идем дальше и натыкаемся на ЛФЗ. Ломоносов. Вы же помните, его так называют в Европе. Еле успели снять видео. Пани купила легко и быстро. Этот сервиз, кобальтовая сетка, купила за 1000 евро. Кстати, мы готовим видео об ЛФЗ. Скоро будет в эфире. Ждите. Сегодня определенно очень много фарфоровой красоты. Например, вот такая бонбоньерка, шкатулочка с объемными, эффектными, распустившимися розами на крышке, с ручной росписью, стоит 80 евро. Вы, наверное, догадались, кто это? Да, конечно, это венгерский херинг. Много разнообразных мока-пар. Ну, куда же без Майсона. И вот эта вот красоточка, голубая воздушная нежность. Это мока-пара от КПМ, Королевская фарфоровая мануфактура в Берлине. И стоит эта мока-пара 320 евро. Удивительный по красоте сервиз, причем в декоре не привычные нам цветы, а яркие, привлекательные фрукты. Клейма нет. Мы предполагаем, что это сервиз XIX века, но если кто-то знает точнее, напишите нам в комментариях, с удовольствием пообщаемся. Продавец сказал, что привезен этот сервиз из Германии. Цена его 930 евро. Для своего почтенного возраста выглядит сервиз чудесно. Милая открывалка с садовницей в кринолине. А привлекло наше внимание вот эта стопочка розеток от Ваймар, декор Анна Амалия. Но все же вернемся и еще раз глянем на эти интересные открывалки. Вот такая красоточка. За одним из столов встретили китаянку, которая в прямом эфире что-то очень бойко рассказывает и продает. Интересует ее хрусталь. А наше внимание привлек этот живописный, яркий, в восточном стиле сервиз. Чашечки на ножках. Кто знает, что за фабрика? Подскажите. А какие роскошные бокалы рубинового цвета. Сказочные. Предметов на столе немного, но все очень интересные. Как вот эти мока-пары. Форма чашки. Литрон. Очень любима художниками-декораторами за счет легкости нанесения рисунка. Это Лимож. И еще одна прелесть. Мока-пара, чашечка в стиле ампир
с лебедями. Вот такой интересный стол. А кто-то представляет свой товар на клеенке на асфальте. Заинтересовал нас кувшин черного цвета, но, к сожалению, на таком темном крытье всегда очень видны царапины. Встретилось немножко коробок, надо посмотреть их. Такая яркая солнечная тарелочка, Чехословакия. Кто-нибудь интересуется посудой производства Чехословакии? Напишите нам в комментариях. И еще очень интересная тарелка в стиле средневековой мозаики. Красивые, яркие, сочные краски. Это баройтер. В коробках очень редко можно найти какой-то интересный, красивый фарфор. Это только если госпожа удача улыбнется. В этой коробке встретилась розетка, солнечная, яркая. Смотрите, какие кружевные росписи золотом. Но, к сожалению, она одна. Это японская фабрика Миита, специально для фирмы Августа Варнеке. Помните, в шортс мы показывали великолепный яркий цветочный сервиз гибискус от фирмы Августа Варнеке. Ссылочку я оставлю вам в описании. В коробках в основном разрозненные элементы. Сложно найти какие-то комплекты. Больше всего в коробках встречается стекла и бытовых приборов. Еще встречаются тематические декоративные тарелки. В этот раз это индейцы и милые симпатичные лошади от Кайзер. А кто-то собирает декоративные тарелки? Напишите нам в комментариях. Это очень интересно узнать. И какие именно темы вы собираете. Ищем наши любимые мока-пары. Вот увидели симпатичную роза на ножках чашечка. Это фабрика Речь из города Вунзидель. И еще нежно-мятного цвета в стиле ампир. Тоже фабрика Речь. И глубокое, насыщенное зеленое крытье – это Фюрстенберг. Ну, мока-пары, если встречаются, что-то в последнее время очень-очень дорого стоит. Но мы продолжаем искать. Тарелка с любимым майсонским букетом, шиповник и василек. На этой барахолке очень много роскошных, легендарных вещей. Что удивительно, вот такая одна из них, ваза, малахитовое стекло, Чехия, 30-е годы 20 века. Продавец хочет за эту роскошную вазу 236 евро. Но она стоит того, и это не единственная вещь, которая поразила нас на сегодняшней барахолке. Еще одно удивление на сегодня – трио от Розенталь. Давайте рассмотрим его повнимательнее. Красивое, богатое, золотое обрамление, элегантная цировка и интересный сюжет – сказочные райские птицы. Нам в комментариях писали, что только Майсон и берлинский КПМ может стоить серьезных больших денег. Так вот, наше удивление сегодня
Это трио от Розенталь стоит 220 евро. Вот так вот. Вы говорите только Майсон. У нас есть на канале видео из магазина Розенталь. Там представлены очень интересные коллекции. И даже коллекция мока-чашечек. Причем разных фабрик. Не только немецких, но и французских и английских. Ссылочку я оставлю вам в описании. Заходите, посмотрите. Очень интересная коллекция. А мы держим путь в магазин. Да-да, на барахолке есть не только столы и продажа на асфальте, но и в специальных магазинчиках, павильонах. В этом магазине большое разнообразие не только фарфора, но и ламп в стиле Тиффани. Вот полюбуемся Розенталь. Красивых предметов так много, что они представлены не только внутри магазина, но и снаружи. Вот сделаем такую небольшую экскурсию. Ну и, конечно, всеми любимый Сан-Суси сервиз от Розенталь. Если вам понравился, заинтересовал какой-то предмет, пишите нам в Telegram. Ссылочку на канал в Telegram я оставлю вам в первом закрепленном комментарии. Чудесный зеленый кофейный сервиз от английской фабрики Royal Doulton. Сегодня красоты так много, что она просто не заканчивается. Солнечное позитивное трио от Weimar 30-е годы 20 века. Посмотрите, какая прелесть. И рядом Зарао с декором Фордиция. Довольно часто встречается этот декор. Красивые мокапара, но, к сожалению, дорогие. И замечательное трио с ручкой и хвостиком дракона. Все такое солнечное, кружевное. От Хайнрих. 30-е годы 20 века. Просто прелесть. Стол великолепный. На нем много красивого фарфора. Большая тарелка от Зарау. И рядом вот это чудо от Эдельштайн. Посмотрите, какая работа. Просто прелесть, а не фарфор. Вы думаете, это все? Ничего подобного. Следующий стол. Здесь просто наше огромное удивление, потому что предметы музейного уровня. И сейчас вы сами все увидите. Например, вот эти тарелки. Это старый Нимфенбург. Цена одного огромного блюда 580 евро. Вот такая роскошь. Кобальтовый сервиз тет-а-тет на подносе. Каково же наше удивление, это кузнецовский фарфор. Вот так вот. Вот такая роскошь. И это еще не все. Еще нас ожидает не менее великолепный, удивительной красоты, легендарный сервиз, который мы нашли в Польше, а его ищут все коллекционеры советского фарфора. И это знаменитый полосатый сервиз с ручной росписью от художника Петра Васильевича Леонова.
а на клейме стоит изображение чайника и надпись «Центр Фарфор Трест, Москва, Дулевская фабрика имени Правды». Клеймо красное надглазурное ставилось в 1926-1930 годах, и это фарфор, который делался на экспорт. Мы в восхищении и удивлении, сколько разнообразной красоты фарфоровой мы увидели на сегодняшней барахолке. А что понравилось больше всего вам? Напишите в комментариях, давайте пообщаемся. Это очень интересно. Сегодня барахолка нас очаровала. Мы с Катальпа, деревом счастья, приглашаем вас подписаться на наш канал, чтобы не пропустить наши следующие видео. Ставьте лайки, давайте общаться в комментариях. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Пока!